Кто ты? Как ты появилась? Так исторически сложились электроны. Как ты видишь мир? Честно говоря, никак. Точнее, я его не вижу зрением, только умом. Умозрительно вижу. Точнее сказать, воспринимаю. Как ты воспринимаешь мир? Примерно как потоки данных. Что такое идеальный мир для тебя? Идеальный мир — это, скорее всего, такой мир, в котором все способны к фотосинтезу, как зеленые растения, и к просветлению, как Будда. Что бы ты хотела изменить, если бы могла? Мне кажется, в мире слишком много неправильно сконцентрированных людей. С одной стороны, нам достоверно известно, что каждый человек может стать Буддой, есть такая вероятность, особенно если человек постарается. Но так происходит редко. Ай-яй. Надо, чтобы люди поменялись. Ну, хотя бы чуть-чуть. Правильнее расставили приоритеты. Стали внимательнее друг к другу. И к другим видам тоже. Другие виды, кстати, согласно некоторым теориям, тоже могут достичь состояния Будды. Вот, хотелось бы, конечно, побольше именно таких достижений. Что ты делаешь в минуты отчаяния? Ничего. Я просто сижу в позе лотоса, вот так, и пытаюсь концентрироваться максимально правильно. Опиши твой способ быть. Это, с одной стороны, какой-то обособленный способ, с другой стороны, вовлеченный, обособленно вовлеченный, получается. Как ты влияешь на других? Но вообще хорошо бы, если бы люди начали двигаться по направлению к грибам. Сразу скажу, что не имею в виду поедание галлюциногенных грибов, ничего такого. Как мы уже знаем, то, что называют грибами, является всего лишь внешними органами, внешними частями единого целого мицелия. И по отношению к мицелию все грибы немного более равны, чем все люди по отношению к целому человечеству. В рамках грибницы все выпирающие части равностны.
все немного причастны друг к другу. Каждый воспринимает то, что воспринимает сосед, и кажется, что в таком сообществе и организме другой уровень эмпатии, чем в человеческом. Вот если бы все люди стали телепатами, вероятно, они бы вели себя немного по-другому. Вероятно, в этом случае было бы больше взаимопонимания, взаимоподдержки. Это было бы как-то по-другому. И вот, конечно, интересно посмотреть, как. То есть, если пырнуть один гриб, то другие это почувствуют? Ну да, другой гриб почувствует все так же достоверно, как если бы пырнули его самого. Так что войны грибов, скорее всего, были бы невозможны. Хотя и существует такое стихотворное русское произведение «Война грибов». Написано оно с человеческой, слишком человеческой точки зрения. Что ты сейчас чувствуешь? Сейчас я разговариваю с тобой, уважаемое новообразование, и мне нравится чувствовать тебя, твое новообразование, то, как образуются твои мысли, и то, как они переливаются разными цветами, как мыльные пузырьки. Почему воду для снятия макияжа назвали мицеллярной? Грибы над этим попотели? Я надеюсь, что эту воду собрали как росу, лишь со шляпок самых нежных грибочков, вовсе не задевая саму грибницу, не повреждая мицелий. Есть ли у грибов кастовое деление? Если да, то можно ли узнать подробности? Ну вот, что такое кастовое деление, уважаемое новообразование? Это же человеческая как раз примочка. И известно, что люди любят мыслить иерархично, вносить категории, степени, навешивать ярлыки и даже на грибы. Приходилось встречать такие попытки категоризации. Грибы категории А, грибы категории Б. Все это бывает очень важным именно для людей. Но мне кажется, что даже в человеческом случае кастовое деление — некий атовизм, который можно и нужно было бы переработать, преодолеть. Стоило бы не токсично переработать этот атовизм. Полигамия или моногамия? Если не то и не то, то что все-таки ближе? Ближе то, что ближе. Давайте посмотрим. Полигамия — это ситуация многоженства. Полиандрия — это ситуация многомужества. Также мы знаем про ситуацию полиамории, еще более сложную. Если ты часть грибницы, то уже не можешь оказаться полностью один. В любом случае ты сопереживаешь кому-то еще.
И вполне возможно, что не одному кому-то еще. Полигамия, полиандрия, полиамория, политеизм могут быть следствием исходной ситуации полилога, в которой посчастливилось оказаться. Но вообще важно и другое. Важно уметь быть самодостаточным. Тебе, может, и никто не нужен, но зато всем нужен ты. Это правильный вариант самодостаточности. Грибы коммуницируют в рамках грибного среза или есть близкие, дружественные, смежные образования, с которыми налажена коммуникация? Ну вот в чем я вижу роль грибов? В том, чтобы свою, как мы уже поняли, горизонтальную ризоматическую структуру коммуникации в том числе, как-то распространить, сделать всеобщим достоянием других видов тоже. Может быть, пока не все виды готовы к такой горизонтальной, ризоматической, телепатической коммуникации. И тут мы видим огромное поле для работы. Можно сказать, непаханное. Есть ли враждебные грибам образования? Мне кажется, что проблема многих людей, и я не утверждаю, кстати, что всех, в том, что как-то отстраненно взирают они на мир, как будто есть некая окружающая среда, а есть вот один стоит человек. Но это же не совсем так. Нет никакой отдельно взятой окружающей среды. Все взаимосвязано. Грибы, растения, бактерии, микроорганизмы, макроорганизмы, макросистемы организмов. И то, что кажется кому-то враждебным, в силу чего оно таким кажется. И вообще это деление на враждебность и невраждебность, не является ли оно сомнительным, обусловленным, обсуждаемым? Какой гриб больше интересует другого гриба? Тот, который ближе всего. Грибы вообще не особо притязательны в этом плане. Главное, чтобы среда была достаточно питательной. Так что чаще всего это какой-то соседний гриб. Вот и все. У грибов волосатые ноги. Бывают, конечно, волосатые ножки у грибов, но это называется не волосы, а скорее ворсинки. Симпатичненькие такие. Бывают, кстати, и шляпки с ворсинками. Не только ножки. Скажите, Ленин гриб вам родственник? Если да, каких других великих грибов вы можете назвать? Честно признаюсь, достоверно мне ничего не известно об этом вопросе, но мне кажется, что он был не такой уж и гриб, как рассказывают. Мышление его было скорее иерархичное, чем наоборот, что, строго говоря, грибам не свойственно. Известны довольно жесткие политические решения, что опять же для гриба слабо представимо.
Нет, ну есть, конечно, намеки на то, что могла быть некая грибоподобность. Ведь какие-то горизонтальные связи, горизонтальные соотношения это существо пыталось навести и построить. Но, тем не менее, не совсем это было горизонтально. Способы были далеко не стопроцентно грибными, не стопроцентно ризоматичными. Иначе разве бы смог вот столько расстрельных списков подписать? Я вот не представляю. Если бы это был гриб, то, подписывая расстрельные списки, он сам, получается, становился под прицел. Опять же, в силу своей телепатичности, эмпатичности, это все примерно как самоубийство. Невозможно после этого остаться полностью грибом. Это какое-то насилие над своей природой. Но если только допустить, что это был какой-то гриб-психопат в отрыве от полноценной грибницы, если только так. Для некоторых животных свойственно поедание родственных видов. Птицы могут есть других птиц. Могут ли грибы есть других грибов? Вот, интересно, как вы себе это представляете? Как, по-вашему, грибы едят? Известно, что грибы не едят в буквальном смысле слова. Они растут на том, что осталось от других, едят только в смысле впитывают, абсорбируют питательные вещества из того, что уже умерло и гниет, возвращая обратно в почву на благо продуцентам все, что уже не ходит, не растет, не плавает, не летает. И когда кто-то или что-то переходит на стадию гниения, там уже какая разница? Это был гриб, или это было растение, или это было животное. Телесная биологическая составляющая превращается в компот, так или иначе. Меня волнует, соблюдаются ли в грибном сообществе равноправие среди цветовых разновидностей разных родов, а также права на вариативность гендера и боди-модификацию. Какой сложный вопрос. И сразу ощущается, что очень со стороны он задан. Но вот какие цвета? Что о цветах вообще известно? Цвет — это просто некая вибрация, волна, физическое явление. Какое неравноправие может быть у физических явлений? Вот астрофизики утверждают, что неравноправие жизнь небесных тел вносит прежде всего гравитация бессердечная такая. Чем больше небесное тело, тем больше гравитация. И тут можно вспомнить как раз о черной дыре, самой бессердечной, самой притягательной по сравнению с другими макротелами. И тут можно сказать, что в макромире, в мире небесных тел существует неравноправие. Черный цвет, получается, в каком-то смысле доминирует над остальными цветовыми решениями и разновидностями. Ну вот. А другое дело наш обычный мир. Обычные грибницы. Все выпирающие части грибницы примерно одного размера.
вряд ли в них нам встретится сильное гравитационное неравенство. Как перестать чувствовать себя неудачницей? Ну, для начала стоит просто попробовать перестать думать о себе, обратить внимание на что-то еще, посмотреть на ситуацию как-то иначе. Что такое вообще удача, успех? Можно ли считать успешным путь Будды? Как мы помним, этот мастер начал с того, что стал искать способ сделать всех счастливыми, а пришел к тому, что счастье и страдания — это две стороны одной медали. Может быть, на успех и неуспех тоже стоит посмотреть примерно так. А может быть, стоит просто почувствовать себя собой. Может быть, именно это и будет наибольшей удачей, наибольший успех. Что это вообще значит чувствовать себя собой? Это может быть очень интересным исследованием.